Представьте себе мир, где на кону стоят судьбы. А информация — это, без преувеличения, самая ценная валюта. В таком мире, конечно, есть и особые методы ее получения. Вот сегодня мы как раз и заглянем за кулисы, вскроем психологию секретов, посмотрим, как профессионалы работают, чтобы правда вышла наружу во время, скажем так, специальных опросов. И вот он, главный вопрос, который висит в воздухе. Как заставить человека раскрыть то, что он изо всех сил пытается утаить? Это ведь не просто задача, это целое искусство. Искусство, которое стоит на 3 китах — психология, стратегия и, что очень важно, строгие правила. Давайте же разбираться, как все это работает на практике. Наш путь сегодня будет, так сказать, по нарастающей. Сначала основы, само искусство сбора информации. Потом нырнем в так называемый разговорный шпионаж. Дальше уже серьезнее методы прямой конфронтации. Обязательно поговорим про этические красные линии, которые нельзя пересекать. И под конец разберем самые частые ошибки. Поехали! Итак, начнем с главного. Нужно сразу понять, профессиональный опрос — это вообще не про то, чтобы просто задавать вопросы по списку. Нет, это тончайшая психологическая игра. И цель здесь — не получить хоть какой-то ответ, а добыть правдивую, надежную информацию. И в этой игре, по сути, есть всего 2 больших пути. Ну, смотрите, есть что называется прямой подход. Просто спросить в лоб. Что вам известно о том-то и том-то? И это отлично работает, если человек и так готов говорить. А если нет? Вот тут-то и начинается самое интересное. В игру вступает непрямой подход. Это такие тонкие техники, которые заставляют собеседника раскрыться, причем он сам этого может даже не заметить. Именно о них и пойдет речь. Что ж, давайте погрузимся в этот самый разговорный шпионаж. Представьте себе, обычная беседа, ничем не примечательная, но на самом деле это мощный инструмент для получения секретов, и все это без единого прямого вопроса. Первый метод, о котором мы поговорим, он, знаете, просто поразительно элегантен в своей простоте. Это техника шарфа. Ее назвали в честь одного немецкого дознавателя времен Второй мировой войны — Ханса Шарфа. Идея, лежащая в основе, но она гениальна. Смотрите, опрашивающий ведет себя так, будто он уже все знает, и у собеседника остается всего 2 варианта. Либо подтвердить то, что ему говорят, либо, и вот это самое главное, исправить. А ведь мы, люди, просто обожаем поправлять других, когда нам кажется, что они ошибаются. На этом все и построено. И вот вам простейший, но просто блестящий пример. Представьте, опрашивающий как бы невзначай бросает. Так, насколько я помню, 15 марта вы были в Берлине, верно? И что делает человек? Его первая реакция, его инстинкт — поправить. Нет, что вы, я на самом деле был в Гамбурге. И бинго! Никаких прямых вопросов. Чистая психология и ценнейшая информация у нас в кармане. А есть еще такое понятие, как элиситация. Это, можно сказать, техника Шарпа на максималках. Тут дело не в одной фразе. Тут весь разговор строится так, чтобы направить его в нужное русло. Можно сделать комплимент, можно снова вбросить какую-то неточность, можно просто затронуть тему, которая вызовет у человека желание высказаться. И вот он уже сам по своей воле начинает делиться деталями, что-то уточнять, что-то исправлять. Для него это просто светская беседа, а на самом деле идет сбор информации. Ну что ж, а теперь придется сменить тон. Мы уходим от тонких, почти интеллигентных бесед к методам, которые вызывают, пожалуй, самые яростные споры. Здесь уже не до разговоров. Здесь прямая конфронтация, жесткое психологическое давление. И цель всего одна — добиться признания. Речь пойдет о технике Ирида. Это целый 9-этапный протокол допроса, который разработали еще в 50-х. И вот тут важный нюанс. Ее придумал не разведчик, а американский полицейский детектив Джон Рид. То есть этот метод пришел из криминалистики, из борьбы с преступностью. И это, поверьте, определяет абсолютно все. Работает эта штука как безжалостный конвейер. Все начинается с прямого удара. Мы знаем, что это сделали вы. Потом человеку начинают предлагать какие-то оправдания его поступка, как бы преуменьшая вину. Любые попытки отрицать тут же пресекаются. Каждое его возражение методично, шаг за шагом разрушается. Его внимание удерживают всеми силами, не дают уйти в себя, пока сопротивление не будет сломлено окончательно. И финал — письменное признание. Это просто тотальный психологический пресс. И вот тут мы подходим к главному, к огромной проблеме. Техника Рида — невероятно спорная вещь. Почему? Да потому что под таким давлением люди начинают давать ложные признания, просто чтобы все это закончилось.
Именно поэтому в современной разведке, где нужна правда, а не просто бумажка с подписью, этот метод, скажем так, настоятельно не рекомендуется. Все это логично подводит нас к самому главному вопросу: а где проходят границы? Что можно делать, а что под строжайшим абсолютным запретом? И тут не нужно гадать. Ответы очень четко прописаны в официальных инструкциях, например, в полевом уставе армии США FM 222.3, который, по сути, стал золотым стандартом для многих спецслужб мира. Так, что же в списке разрешенного? Во-первых, конечно, прямые вопросы. Можно использовать и наводящие, но с большой осторожностью. Можно предъявлять документы, если они получены законным путем. Допускаются даже, скажем так, мягкие стимулы – еда, вода. Или эмоциональные призывы – взывать к совести, к чести – все это считается законными методами работы. А вот список того, что запрещено. Категорически, без каких-либо «но» и «если». Пытки, жестокое обращение, угрозы убийством или увечьем, насильственное введение любых препаратов, сексуальное насилие, имитация утопления, лишение сна на долгое время. Это те самые красные линии. Переступать их нельзя. Точка. Ну и, наконец, давайте о провалах. О типичных ошибках, которые могут не просто сорвать всю операцию, а еще и привести к огромным юридическим проблемам. Это, без преувеличения, минное поле. И чтобы по нему пройти, нужны не только психологические трюки, но и глубокие знания, и правовые, и культурные. Вот здесь отлично видны главные риски. Попытаться применить технику Рида где-нибудь в Европе – это почти гарантированное нарушение Европейской конвенции по правам человека со всеми вытекающими. Предложить какой-то незаконный стимул – тоже прямое нарушение базовых правил. Ну а проигнорировать культурные особенности собеседника – это, пожалуй, самый быстрый и верный способ все испортить. И заметьте, для каждой ошибки есть своя контрмера, и она всегда основана на уме и подготовке, а не на силе. И вот мы подходим к главному, возможно, парадоксальному выводу всего нашего разбора. Смотрите, конечная цель — это всегда получение надежной, правдивой информации. Так вот, жестокие, неэтичные, незаконные методы почти всегда дают прямо противоположный результат. Они производят ложь, дезинформацию и признание, цена которым — ноль. И в конце я оставлю один вопрос, над которым стоит подумать. Где же все-таки проходит эта тонкая, почти невидимая грань между искусным убеждением и неэтичной манипуляцией? И что еще сложнее, кто тот судья, который решает, где именно эта грань должна быть проведена? Это, наверное, и есть фундаментальная дилемма всей этой непростой работы.